Итак, всем привет, доброе утро. Я сейчас выбралась на Девата-Бич для моего серф-урока. Это будет первый мой серф-урок, занятия вообще серфингом в Унаватуне. До этого я брала уроки только на Кабалане. В общем, и сейчас у меня такое настроение, что мне хочется убить своего инструктора, потому что мы договорились встретиться, мы должны были встретиться 10 минут назад, и он только написал мне, что он выезжает из Кабаланы. Это означает, что он тут будет где-то минут через 30, а может быть и больше. Ну, в общем, пока его нету, я его тут жду. Хотела бы показать пляж, где я нахожусь. Вот, да, и, наверное, поделиться какой-то информацией, сейчас запишу, потому что некоторые люди спрашивали про серфинг на Шри-Ланке, вот сейчас хотела бы чем-то поделиться, чем знаю. Так, вот я вам сейчас покажу, где я сейчас нахожусь. Вот такой вот пляжик. Ну, серф-шоп выглядит довольно-таки старенько. Как мне рассказывали, что тут на самом деле не супер классные доски. Посмотрим, как тут будет серфить. Надеюсь, что будет хороший опыт. Итак, я надеюсь, что шум волн не сильно перебивает мою речь и меня будет слышно. Я буду стараться говорить насколько возможно громко, с моим тихим голосом. Итак, я, наверное, немножко расскажу о том, как можно начать серфить на Шри-Ланке. Я бы сказала, что, наверное, самый лучший пляж, где можно было бы на Шри-Ланке начать серфить, это Велигама и Кабалана. Но это то, что мне известно, потому что эти оба пляжа без рифов. Там хороший песок, там хорошее дно. Это широкие пляжи. И это означает, что будет достаточно места для всех, кто там серфит, даже в сезон, когда много людей. То есть это действительно очень удобно. То есть, например, если вы начинаете серфить в Аругамбее, это, ну, например, на Виски-Пойнт. Я начинала вообще серфить на Виски-Пойнте, и я сказала бы, что это самое нехорошее, неблагоприятное место для начинания, потому что волны там довольно-таки грубые, там небольшая такая серф-точка, и очень много людей на этой одной точке, и, в общем, это довольно-таки так некомфортно. Вот, я бы сказала так, но это было для меня мой опыт. И я бы сказала, что я очень медленный ученик в серфинге, я просто не могу, я очень-очень медленно учусь, гораздо медленнее, чем вообще любой среднестатистический человек. Вот. Но в Аругамбее есть другие точки, где волны не такие грубые, где можно попробовать. Это Elephant Rock, это Peanut Farm. В общем, можно пробовать. Но Аругамбей это уже юго-восток, то есть это больше восток. Это если вы приезжаете на Шри-Ланку, начиная, я думаю, с апреля, вот с апреля по август-сентябрь, тогда нужно ехать в Аругамбей и искать классные точки, чтобы начать учиться серфингу там. Если же вы приезжаете на Шри-Ланку с декабря по март, то тогда это сезон для юга, и тогда лучше всего приехать в Велигаму. Рядом с Велигамой находится недалеко Кабалана-Бич, то есть и лучше всего начать серфить там. Мне очень нравится лично вот Кабалана-Бич, просто обалденный классный пляж. Но сейчас я переехала в Унаватуну, и вот сейчас мы попробуем в Унаватуне, вот возле форта Девата-Бич. В общем, поглядим, как тут что-то. Тут, опять-таки, старенькие такие серферские шопы со старенькими досками. Ну, поглядим, как тут. Вот. Это касательно точек для начинающих. Касательно стоимости и сколько вам понадобится уроков. Ну, в сезон, стоимость может быть самая разная, в принципе, на самом-то деле. Но я бы сказала, что, в принципе, в диапазоне в сезон это будет, скорее всего, 3000 рупий. Может быть, чуть больше, 3,5. Это все зависит также от уровня инструктора. То есть я бы сказала, наверное, от 3000 рупий и выше.
А сейчас, во время карантина, в принципе, это, наверное, стандартная цена в районе 2000 рупий за одно занятие, включая доску. Иногда это может быть больше, иногда это может быть меньше, в зависимости от того, как вы договариваетесь, в зависимости от того, сколько вы всего берете уроков. Итак, расскажу вам о том, сколько вам может понадобиться уроков. Но я бы сказала, что чаще всего во время первого занятия человек обычно становится, в принципе, на доску и может встать и сразу упасть, конечно же, но уже на доску может встать. Вот. Я тот человек, который взяла очень много уроков по серфингу, гораздо больше, чем обычно, и все равно постоянно падаю, хотя каждый урок я делаю прогресс, и для меня именно это меня и мотивирует продолжать это все делать, особенно в тех условиях, которые сейчас есть, когда на пляжах вообще нету людей. И это очень удобно тогда учиться, потому что чаще всего действительно вокруг нету людей, либо всего пару, вы не мешаете друг другу, цены гораздо ниже, чем обычно, и, допустим, того инструктора, который может стоить там подороже, в обычное время вы можете взять, конечно, гораздо дешевле. Итак, советы для начинающих. Во-первых, как найти инструктора. Тут существует много различных, разбросано на серф-школу вдоль побережья. Если пообщаться, познакомиться с людьми, кто-то может вам порекомендовать, то есть в чатах поискать, поспрашивать у тех, кто тут уже учился серфингу. Не советую связываться с бичбоями, то есть местные ланкийцы могут быть хорошими серферами, но это не так уж и часто. Чаще всего это могут быть просто бичбои, которые, в принципе, не очень сильно понимают, как грамотно объяснить вам урок, и чаще всего это может быть такое типа аттракциона, то есть он вас толкает, толком не учит, у него нет цели того, чтобы вы стали самостоятельным серфером. Поэтому с бичбоями очень осторожно. Вот как раз в Аругамбее я сначала взяла урок у одного такого вот бичбоя, и тоже, то есть это, сейчас, беря уроки у другого инструктора, я, конечно, чувствую огромную разницу, то есть тот человек вообще не рассказывал, не обращал внимания на то, какой мне нужен подход и так далее. Сейчас, несмотря на то, что мой нынешний серф-инструктор совершенно не страдает пунктуальностью, но, в принципе, я тоже немного такая, но то, как местные серферы могут ею не страдать, это вообще просто, то есть, возможно так, чтобы у нас занятие было на час-полтора позже, чем нужно было, чем планировалось. В общем, живя на побережье, ты потихонечку привыкаешь, в принципе, в течение дня ничего не планировать и наслаждаться тем, что есть. Я сейчас пришла на красивый пляж, смотрю на красивый океан, красивое побережье и записываю видео. То есть, в общем-то, провожу эффективно время, наслаждаюсь этим. Вот. Я бы сказала, что я действительно, я бы его рекомендовала бы, этого серф-инструктора, особенно для тех, кто боится. Вот я очень сильно боялась и боюсь до сих пор серфить. И это тот человек, у которого просто супер подход как раз для таких людей. То есть рядом с ним чувствуешь себя очень расслабленно. То есть как происходит занятие. То есть особенно после виски-пойнта я вообще очень-очень-очень боюсь всего этого, и мне было страшно. И вот мы заходим в океан, и Райан мне говорит о том, что вот мы, когда идем серфить, когда мы заходим в океан, мы идем спать. И в этот момент такие волнишки, такие тыдыш тебя. И ты не совсем понимаешь, что это означает, что ты идешь спать. Но вот рядом с ним он так немножечко тебя погружает в такое медитативное состояние. У него действительно, он видит, какой ты человек, как ты относишься к тому, что происходит, и чувствует, что нужно в этот момент сказать, чтобы тебя успокоить, потому что я бы сказала, что самое главное, как и в любом, наверное, деле, в серфинге самое главное наконец-то расслабиться, успокоиться и расслабиться. Именно тогда получается. Вот. Расслабиться и получать удовольствие. Вот реально, в любом деле, точно так же в серфинге. И когда волны, допустим, крупные, сегодня, кстати, не крупные, слава тебе, Господи, как раз такие совсем малыши для меня, вот.
Когда волны покрупнее, очень сложно так вот расслабиться. В общем, да, я бы рекомендовала, я, наверное, оставлю контакты какие-то в видео. Это мой опыт серфинга. В общем, я такой человек, который не чувствует, что я, наверное, смогу все-таки стать таким прям крутым, профессиональным, независимым серфером. И на данный момент я просто решила взять еще несколько уроков для того, чтобы все-таки покайфовать и воспользоваться теми возможностями, которые дает сейчас Шри-Ланка во время карантина. Вот, в общем-то, таким образом есть вся эта информация, которую я могу рассказать и поделиться, пожалуй, про серфинг на Шри-Ланке. В итоге Райан приехал и сказал, что нет, надевать-то мы не будем. И мы поехали в поиске поинта получше. Вот первый пляж, на который мы приехали, очень красивый. Название этой точки я не знаю, но она находится где-то между Унаватуной и Ахангамой. И вот еще один пляж, еще чуть ближе к Ахангаме, к Кабалане. Ну, этот пляж просто райское место. Тут у нас как раз и прошло парочку уроков. Что мы решили провести урок на этом втором пляже, и сейчас едем за досками. Так, ну что, мы в итоге уехали с Девата-Бич, проверили еще пару точек, и сейчас едем на Саус-Спот. В общем, вот так вот у нас тут к байку приделаны 2 доски. Ну что, поехали. Так, ну что, сегодня прошло мое первое занятие на глубине, когда ты не касаешься ногами дна. Это было просто фантастика. Я сегодня взяла самую большую волну, которую я только брала, самую длинную. Сейчас вот Райан пакуется. В общем, это просто фантастика, невероятно. Несмотря на то, что я очень медленный ученик в этом плане, сегодня была просто фантастическая волна. Просто невероятное ощущение, реально, как будто бы, когда ты наверху волны, ты просто паришь, летишь, и когда это происходит немножко дольше, чем обычно, это просто фантастика. В общем, как-то так. Класс, и просто море мега эмоций. И очень красивый пляж. Саус-Бич, то есть просто красивейший пляж, даже просто сюда приехать. В общем, море, океан, целый Индийский океан эмоций. Пляж действительно просто необыкновенный, и сюда классно приехать просто, чтобы не посерфить, а просто чтобы тут побыть, отдохнуть, поплавать. И тут вообще никого нету, мало кто знает об этом месте на самом деле. Сейчас, в общем, двинем домой. So, it was my first lesson on the deep water. Oh, yeah, dude, oh my God. she had 2 very big waves. The first one, she just stood up straight and dropped in. It was like I was just like a super big drop. And then the next one, I just said to her, just slow down. Take it slow. And then she just, in slow motion, she just went whoop, down a big one and rode all the way to the beach. I'm very happy teacher. Oh my God, I'm happy to have such a teacher. It's really, it was a fantastic experience. Yeah, Thank you. really Thank you so much for that. Really amazing. Сейчас планирую вот в следующие дни серфить каждый день, потому что потом у меня есть еще другие планы, и потому что на самом деле через пару недель собираюсь уже лететь в другую страну, поэтому сейчас ловлю каждый день и наслаждаюсь жизнью на Шри-Ланке, пытаюсь сделать максимум того, что могу тут сделать. Так что вот эти несколько дней буду серфить каждый день, буду каждый день что-то немножко снимать.
Райан обещал тоже поснимать и сделать очень красивые видео. Но в итоге Райан потерял свое GoPro, на которое снималось несколько видео, и в итоге у нас есть только вот несколько секунд, те, которые я уже показала, которые были сняты с пляжа. Сегодня был непростой урок. Я так и не стала, я еще не поймала свою волну. Волны сегодня были такие очень непредсказуемые. Смотришь, и кажется, что они небольшие. И вот эта небольшая волна подходит, и потом в самый последний момент так просто хватит. И просто как монстр. И ты потом просто крутишься, и, в общем, волны были на самом деле такие безумные сегодня. Надеюсь, что завтра волны будут поспокойнее, и я смогу наконец-то поймать свою волну. Прошло еще пару уроков, я уехала из Шри-Ланки, и свою волну самостоятельно я так и не поймала, то есть тогда, когда тебя инструктор не толкает, когда ты сама становишься на волну. Вот. Причина этому одна из это погодные условия, потому что действительно от того, какие волны, очень много всего зависит. И тогда, когда я проходила уроки, волны были не самые подходящие для того, чтобы можно было стать самостоятельно на волну. Ну и кроме этого, это в принципе мои способности к серфингу. Тут уже честно нужно сказать и признать, что это не совсем моя вещь, но это было действительно интересно этим попробовать, заняться. То есть мои успехи действительно, как я говорила, гораздо медленнее, чем обычно. То есть я брала несколько уроков в Вару-Гамбее, когда я была там летом, в июне месяце. Позже, когда вернулась на югу, тоже взяла пару уроков, потом я уехала в Коломбо, и вот после Коломбо перед отъездом из Шри-Ланки я снова взяла парочку уроков. Вот. И обычно за такое количество уроков у людей получается достичь гораздо больших успехов, но все равно в любом случае я знаю, что после каждого урока я становилась лучше, чем я была на прошлом уроке. Я все равно почувствовала, каково все-таки это хотя бы немножко проехаться на волне, и вот поймала то приятное чувство. И это действительно очень-очень интересное чувство, я очень рекомендую его пережить и просто хотя бы попробовать. И я серфила на закате по утрам на красивейших пляжах, и просто побыть на этих пляжах в океане — это уже отличный опыт. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что мое видео было полезным для тех, кто хочет прилететь на Шри-Ланку и начать серфить. То есть теперь вы знаете, что самый лучший пляж для того, чтобы начать серфить, это однозначно Велигама и Кабалана. Мне больше нравится Кабалана, потому что вода там чище, и сам пляж симпатичнее гораздо. То есть поэтому рекомендую Кабалану. Велигама тоже очень хорошо. И потом, то есть лучше всего приехать, например, в апреле, либо в марте и посерфить на Велигаме и Кабалане, потом, когда будет сезон, уже серфить в Вару-Гамбее, передвинуться в Вару-Гамбей и продолжить серфить там. Спасибо за просмотр. Буду очень рада видеть вас среди своих подписчиков. И увидимся в следующем видео. Отличного вам дня и до встречи!